Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о подкладах на порчу в вашем доме или в квартире. Как только вы увидели эти вещи, срочно нужно сжечь или закопать. Что это за вещи, как правильно от них избавляться, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этой информацией с теми людьми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают эту важную и ценную информацию. Вы знаете, бывает так часто, что в доме несчастье за несчастьем. Раз не дети заболели, то муж работу потерял, или у вас все валится из рук. И бывают, конечно же, совпадения, но зачастую череда неприятных событий именно связана с порчей. И неоднократно, возможно, вы находили в процессе генеральной уборки своего дома странные вещи, которые явно оставили не вы сами. Да, кто-то сейчас скажет, что у нас на дворе 21 век, но, вы знаете, завистливые люди от этого никуда не делись и не исчезли. И люди такие до сих пор обращаются к темным силам. И большинство людей знакомы с подкладами не понаслышке. Но некоторые люди попросту не обращают на них внимания, что может повлечь за собой разные негативные события, о причинах которых все могут догадаться. Каждому человеку необходимо знать, что такое подклад и сколько у него разновидностей, а также как избавиться от такой колдовской программы. Прежде чем начать поиски, следует убедиться в том, есть ли вообще негатив. И определить это можно по своему самочувствию, по интересным проявлениям в вашей квартире или в доме. Если в вашем доме в последнее время появились ссоры, скандалы, наблюдается ухудшение здоровья, возможно, болезни, возможные проблемы с финансами, которые начали появляться ни с того ни с сего, то необходимо всерьез задуматься. И мы рекомендуем искать не только под кроватью или ковриком, а также и в других местах. Более того, негатив могут подарить и в качестве подарка или сувенира. Поэтому стоит быть более аккуратными с окружающими и не принимать подарки от малознакомых людей. Также некоторые хорошие люди делают порчу не на конкретного человека, то есть оставляют какую-то вещь на улице для того, чтобы любой человек переступил или взял в руки. И чаще всего такие обряды выполняют для того, чтобы переложить болезнь. Чтобы вы понимали, подклад – это может быть любая вещь, которая заряжается негативом, и она направляется на разрушение места или людей, где эту вещь ложат. Подклад может влиять на человека даже и тогда, когда он не прикасается к нему. Колдуны, как правило, еще делают порчи, направленные на разрушение здоровья, семейной жизни, бизнеса, финансов. Ну и самое ужасное – это на смерть. И негативную программу чаще всего создают из мести, из зависти, а некоторые таким образом могут передавать свои болезни другому человеку. И вы знаете, друзья, есть список подкладов на порчу, которые могут подложить, как правило, в ваш дом недоброжелатели. Итак, самое распространенное это может быть иголка. И иголка, как правило, очень часто используется в различных заговорах и чаще всего подкладывают, как правило, старую или поржавевшую иглу под ковер или в самые укромные места, которые вашему глазу не видны. Поэтому, если подобная вещичка нашлась у вас, например, под диваном или в месте, где вы никогда точно уверены и знаете, что вы не шьете, скорее всего, это дело рук ваших завистников. Ни в коем случае такую иголку не берите голыми руками и не выбрасывайте ее в мусор.
Возьмите ее посторонним предметом. Лучше всего, если это будут резиновые перчатки. И желательно разломать или закопать. Идеальный вариант сначала бросить в огонь, а после этого вместе с этим пеплом именно закопать в землю. Следующим подкладом, который вы можете увидеть в своем доме, это соль. Да, соль есть на каждой кухне, и вот соли там только и место. Но если вы увидели горстку соли, например, возле порога или под ковриком у входной двери, знаете, это достаточно плохой знак. Желательно вымести такую соль от порога и закопать в землю подальше от дома. Кроме того, веником, которым вы выметали такую соль, больше пользоваться нельзя. Следующие свечи, как правило, не сами свечи, а остатки от свечей, особенно если свечи черного будут цвета, знаете, что это является причиной проблем со здоровьем. Особенно, если такие вот огарки свечей обмотаны красной или черной ниткой. Такие вещи желательно собрать в какой-то пакет и отнести в церковь. Там помолитесь о близких и поставьте обязательно свечи за здравие не только себя, но и тех людей, которые вместе проживают с вами. Следующее, вы в своем доме или квартире можете увидеть ржавый замок. И обычно замки заговаривают на проблемы в любви и плохие взаимоотношения с близкими. Если замок закрыт, нужно постараться открыть его. И когда замок будет открыт, бросьте его в реку. Потом обязательно хорошо помойте свои руки. Очень часто представительницы прекрасного пола подбрасывают перевязанный ниткой комок чужих волос. Для чего это делается? Для того, чтобы разрушить чье-то семейное счастье. И вот обнаружив подобный подклад, нужно разрезать ножницами пучок волос и обязательно сжечь. Но ни в коем случае это не делайте в доме или в квартире. Нужно делать это обязательно на открытом пространстве. Также вы у себя в доме можете встретить кусочки бумаги с непонятными символами, которые забрасывают в дверные косяки или за мебель. Обнаружив такое творение, обязательно сожгите это. Возможно, опять же, это баловались детки, но лучше все перестраховаться и избавиться от таких записок с непонятными знаками, символами, словами и уничтожить из своей жизни. Далее сухие травы. Если вы в доме нашли маленький букетик из сухих трав или цветов, постарайтесь распознать, что это, потому что разные растения имеют разные значения в черной магии. И такой букет нужно разломать пополам и обязательно сжечь. Также обращаю ваше внимание, если вы заметили, что в вашей жизни начали происходить нехорошие ситуации, обратите внимание, кто приходит в ваш дом. Также, если вы видите, что что-то не так происходит в доме, или, например, ваша какая-то постоянная знакомая, возможно, подруга, соседка, очень часто стала заходить к вам в дом, задумайтесь над этим, потому что среди гостей вашего дома вы можете найти и недоброжелателей, которые способны навести порчу. И, пожалуйста, всегда относитесь серьезно к странным находкам в доме и старайтесь всегда от них избавляться, но ни в коем случае не руками. И если вы нашли подклад на порчу у себя дома, лучше всего, если вы в самое ближайшее время сможете осветить свой дом или свою квартиру. Но опять же, выбирайте священника не любого, а тот, который действительно вам приглянулся, и вы знаете, что он действительно правильно проведет свою работу.